Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим 100 пельменей за 1 час. Приготовим вкусное, мягкое и легкое в работе пельменное тесто. Покажу очень быстрый способ приготовления маленьких сочных пельмешек. Таким способом я всегда заготавливаю большое количество пельменей на заморозку. Я начинаю, а вы, пожалуйста, подпишитесь и не забудьте сохранить рецептик. В глубокую миску вбиваем 4 куриных яйца. Добавляем 1,5 чайных ложки соли. И венчиком либо вилкой перемешиваем до однородности. Вливаем 2 стакана по 200 мл холодной воды. И 2 столовых ложки растительного масла без запаха. Далее постепенно добавляем просеянную муку. Муки понадобится примерно 1 кг. Плюс в запас еще полкилограмма на присыпку при формовке. Сначала перемешиваем ложкой, а потом вымешиваем руками примерно до 5 минут. Главное, не добавляйте слишком много муки, чтобы не забить тесто. Как только тесто станет эластичным и не будет прилипать к рукам, накрываем полотенцем либо пищевой пленкой и оставляем на 30 минут отдохнуть. За это время можно приготовить фарш. Я его уже приготовила заранее. У меня свинина и курица 50 на 50. Небольшой кусочек сала, чеснок и лук. Соль, перец по вкусу. Далее в готовый фарш 500 грамм добавляем 100 мл холодной воды. Перемешиваем. И вливаем 100 мл холодного молока. Снова все перемешиваем до однородности. Молоко с водой придаст нежности и хорошей сочности фаршу. Самое главное, в пельменный фарш мы не добавляем хлеб, либо хлеб, замоченный в молоке. Это только для котлет. Тесто отдохнуло, и за это время оно стало более эластичным и мягким. Именно с таким тестом очень легко формировать пельмени с помощью пельменницы. Я пробовала обычное тесто на воде, соли и муке. Оно более упругое и жесткое. Раскатывать сложнее, ну и склеивается, как по мне, тоже хуже. Отщипываем небольшой кусочек теста и раскатываем в тонкий пласт, диаметром чуть больше вашей пельменницы. У меня она металлическая на 37 пельменей. Пельменницу присыпаем мукой и кладем на нее пласт теста. Далее фарш нужно переложить в кондитерский мешок, либо, если у вас такого нет, в обычный канцелярский файлик и срезать кончик. Фарш должен выдавливаться тонкой колбаской примерно толщиной в 1 см. В каждое углубление выдавливаем примерно по 1 чайной ложке фарша. Если это делать ложкой, тогда времени потребуется в разы больше, а выдавливая кондитерским мешком, это займет не больше 1 минуты. Теперь раскатываем второй пласт теста. И аккуратно кладем на пельменницу с фаршем и тестом. Далее рукой, начиная с центра пельменницы, придавливаем тесто по кругу. Если не придавливать рукой, а начать сразу скалкой раскатывать, тогда фарш может вылезти за борты. Присыпаем слегка мукой и раскатываем скалкой. Раскатываем сначала слабее, а потом интенсивнее. Как только будет видно полоски пельменницы, убираем лишнее тесто. Из этих обрезков можно снова раскатать пласт теста. Переворачиваем пельменницу снизу вверх и интенсивно трясем, чтобы выпали все пельмени. Если предварительно хорошо присыпали пельменницу мукой, тогда пельмени точно не прилипнут. На досточку, присыпанную мукой, выкладываем все пельмени и сразу замораживаем, либо отвариваем в подсоленной воде. Далее снова повторяем весь процесс. Присыпаем пельменницу мукой, раскатываем пласт теста. Кладем на пельменницу, выкладываем фарш, накрываем вторым пластом теста и раскатываем скалкой. Этот процесс я повторяю 3 раза, и у меня получается 111 пельменей. Вместе с замесом теста выходит не больше 1 часа. Можно добавлять фарш ложкой, но это будет не так удобно, так как количество фарша всегда набираешь разное, и фарш прилипает к ложке и к руке. А если вам кажется, что использование пельменницы – это сложный процесс, быстрее будет руками, возможно, вам так удобнее. Но если попробуете с пельменницей и кондитерским мешком,
К лепке руками уже точно не вернетесь. Плюс пельмешки все не корявые, кривые, большие, маленькие, а одинакового ровненького размера. В кастрюле кипятим воду, добавляем соль и варим пельмени, пока не всплывут. Достаем шумовкой и выкладываем в тарелку. Добавляем кусочек сливочного масла, немного зелени, сметаны и, конечно же, домашний майонез. Жду ваших комментариев с вашими секретиками приготовления любимых пельменей. Обязательно попробуйте мой метод быстрой лепки сочных пельменей. Всем огромное спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ну и, конечно же, сохранить рецептик. Всем пока!